все еще едем в Будапеште. Здесь серьезные пробки. Все вышли посмотреть на дождик. Ну, зимой, наверное, вообще самая тут такая вот водичка. Ну вот это лучшее, что мы смогли найти с надписью Хангарорингс. Меня попросили заплатить 2 евро бумажными деньгами. Огроменное поле подсолнуха. Короче, плюс 13, мы в Татрах. Около горячего источника льет ливень. В общем, мы здесь в какой-то деревне полной, короче, каких-то полных. 18-й день нашего путешествия. Заканчиваем с Хорватии, едем в Венгрию. Сегодня нам предстоит переезд 600 километров до Будапешта. Уезжаем с Крк острова. Нам очень понравилось, по крайней мере мне. Не знаю, как остальным. На Крке и в Хорватии в целом. Надеемся когда-нибудь вернуться. Только непонятно, вот на Крке все время какие-то облака. Там вот южнее Сплит, Дубровник и между там Макарска, там никаких облаков вообще не было. Поэтому здесь как бы не так уж и жарко, конечно, вот в июле. Но если приехать, не знаю, погреться там в июне там, или не знаю когда еще не так жарко или уже не так жарко, то погода как бы такая, ну, не скажешь, что прям такая прям курортная. Облака ходят, там солнце где-то за тучками. В жару, конечно, комфортно. Может быть, это из-за того, что горы, они здесь, облака остаются вот перед этим перевалом, а за перевалом, там где Сплит и вот это все, там уже нет облаков. Не знаю. Напишите в комментариях. Заезжаем на мост Крк. Длина 1430 метров. Тут могут собраться пробочки. Ну, вот видите, на остров довольно плотно стоят машины. Видно, что медленно это все. Вот мы уезжаем. У нас более-менее еще. Мост бесплатный. Слава богу. Вот здесь видно, что здесь стоят облака, а справа за горами чистое небо. Поэтому так и получается. Сплит, там Дубровник, там никаких облаков. Зато здесь больше зелени. Заехали на заправку перед Венгрией. Такая вот очередь здесь. Просто, ну, все стоят за бензином. Мы-то заехали, нам в туалет надо. Могли проехать еще чуть-чуть. Тут прям ажиотаж какой-то. Может, в Венгрии бенз дороже. Осталось 3,5 километра до Венгрии. Все, Венгрия, welcome. Ну вот мы и в Венгрии. Никаких постов, ничего. 110 просто пролетаешь границу и едешь дальше. Остановились тут 100 километров от Будапешта. Жара просто неимоверная. Так, чуть-чуть разомнем ноги и поедем дальше. Главное ребенка выгулить. Ребенок хочет рвется на свободу. Вот, 500 километров проехали. Мы в Будапеште. Заезжаем на мост в центре. Осталось нам проехать тут 6 километров. Но через самый центр, поэтому медленно немножко. Мы все еще едем в Будапеште. Здесь серьезные пробки.
Еще и навигатор глючит. Ехать на 5 километров 20 минут. Зашли перекусить. Ждем заказ. Будапешт, походу, такой большой город. Шли до первого рейсика. Ну, мы тоже, конечно, не в центре живем. Пиво, кстати, 3 с чем-то, 3,20 что ли. Тут же все форин-то. Надо переводить. Супчик куриный. Это равиоли С рыбкой. с рыбкой. Собственно, картошка. И мой рыбный стейк. Идем по улочке по нашей. Тут Смотри, губочек, это папа. Мама, туда нельзя. непонятно такой Биби, говори, еще биби, говори. район Выкай. жилых домов. Здесь мама. Ужин нам стал 53 евро за всех. Ну так как бы нормально. Вот. Что у нас тут? Не знаю. Ничего примечательного на этой улице нету. Деревья и мусорники стоят. Следующее утро. Провели ночь в Будапеште. Иду в магазин. Сегодня мы думаем заглянуть в термы. Может быть, доедем до Хангароринг, трассы Формулы-1. И посмотрим центр, здание парламента и там что есть в округе. В общем, затарился в магазине. Тут довольно дешево все. То есть, ну, 5000 форинтов, там у меня 2 пива, булка, колбаса, йогурты 3 штуки, яйца, молоко. 5000 форинтов, это где-то 14 евро. Как и обещали синоптики, собирается дождь. Пока что тепло. 23 градуса, вообще, ну, комфортно. Но обещают дождь. Все вышли посмотреть на дождик. Дождь, бывает дождь. Ну ладно, мы его видели уже на Кырке, но все равно. Но мы его не трогали. Раз, Месяц второй, без дождя. подышать свежим воздухом. А это мой венгерский завтрак. Венгерский английский завтрак. Подходим к термальным баням. Название на букву С. Селе, что-то там, короче, самые популярные. Припарковались вроде как близко и рядом, прямо около этого. Самое главное, бесплатно, что странно. На сайте у них можно было купить так называемый Fast Track Ticket. Тогда, я так понимаю, просто без очереди заходишь и идешь сразу в бане. Но на сегодня на сайте вообще никаких билетов не было, все было продано. Поэтому мы идем просто за билетами в кассу. Fast Track Tickets, конечно же, здесь тоже не было. А обычные тикеты с другой стороны. Идем туда. Наверное, там будет очередь. Сейчас испугаемся. Вот главный вход. Заходим. В общем, мы пришли пол-первого дня. Очереди вообще нету никакой. Просто заходишь, ничего вообще. В общем, никакой фаст-трек тикет не нужен был. Зашли просто так сразу. Может быть, какие-то другие дни, когда ажиотаж какой-то. Сейчас без проблем вообще. Горячо-то как. Вот мы в Будапеште. Греемся в ванной. Я так понимаю, на улице 3 таких здоровых бассейна.
А внутри уже сами термальные вот эти источники. Хрен знает, сколько тучу лет они уже здесь. Но эта вода очень горячая, по мне так. Если там еще горячее, пойду посмотрю, сколько раз там написано. Ну, зимой, наверное, вообще самая тут такая вот водичка. 26 градусов. Вода-то всего. Мне не верится, что здесь только 26. Может быть, это в том бассейне, вот, который центральный. Нормальный такой кипяточек. Мне кажется, 26 это вот там, где здесь, короче, 38 на самом деле. Я так и понял, что здесь ни хрена не 26. 38, да. Ребенка мы не взяли сюда, потому что только с 14 лет можно термальных источников. В эти бассейны большие на улице еще можно вытащить ребенка, но остальное для ребенка закрыто. Не выдают никаких полотенец, ничего. Вообще все только можно купить. 6000 форинтов полотенца. И также можно купить и плавки, и шлепки, которые обязательные. Шлепки обязательные. Ну, плавки, наверное, тоже обязательные, но шлепки специально написано, обязательно в них ходить. Подойти, купить тапки или плавки. Пойдем по кругу. Такая потеплее. Такая тепленькая. Сюда можем затиснуться. Горячий. Горячий супчик. Ну, как на улице было. Все это, конечно, выглядит так, как советского времени. Плитка и все. А может, это римляне уже так сделали? Может, По-моему, с минералами. полезно, да? Я прям чувствую, как наполняется мое тело минералами. Чем больше оно наполняется минералами, тем больше хочется пива. Какая-то женщина плавает. Надо спрятать бороду. Вот так вот. А это вот теплый бассейн. 38 градусов. Дубль 3. Зайдем в баню. Надо раскрыть поры, чтобы больше минералов набралось. Как обычная баня, ну влажная, конечно. 20 градусов. Как купаемся в Эстонии. После вулкан-сауны самое то. Я в вулкан-сауне, после вулкан-сауны сразу холодный, наверное. Но тут, конечно, камера запотела. Странно, почему-то никого нету. Как вы думаете, почему здесь никого нету? Наверное, очень жарко. Но я посижу пару минут и в холодный сразу. Сколько я сидел? Минуту, может полторы. Бегу в холодный.
Конечно, не хватает какого-нибудь барчика вот прямо вот здесь в центре. Один, а там второй надо поставить. Там вообще-то есть какой-то бар или что-то, но куда-то идти, заходить, сидеть за столиком. Гораздо приятнее было бы выпить чашечку пивка прямо в бассейне. Зайдем, наверное, разок еще в теплый в этот на улице, нам понравилось. Будем собираться. У нас еще стоит поход в город, так как мы на один день только в Будапеште. Завтра уезжать. Пойдем фонтан. Плывем. Мы 2 часа покупались. Нам хватило. Нам еще надо дальше ехать. Играем на роллингу. Формула-1 трасса. Где-то она здесь. За забором, по всей видимости. Вот, собственно, мы добрались к Формуле-1 кругу. Все закрыто, никуда не пройти. Вот там типа. Но здесь 2 дня назад были гонки, здесь они убираются. И никуда даже не подойти, никаких ворот, никаких памятников, ничего нет. Вот все, что я могу заснять, это вот логотипы. К Хангарорингу не подобраться, попробуем подлететь. Переместились на другую точку. Тут даже что-то ездит, оказывается, на трассе. Сейчас попробуем взлететь, посмотреть получше. Хангароринг. Ну вот это лучшее, что мы смогли найти с надписью Хангароринг. Просто остановились на кругу. Монумент тысячелетия на площади Героев. Воздвигли, судя по всему, когда в Венгрии стукнуло 1000. Это станция метро Хосёк-Тере. Странно, вот весь тротуар везде, но в самом центре. И то вот он весь искромсанный просто. То ли заплатки, то ли еще что.
Гуляем по улице Андраши в центре. Базилика Святого Иштвана. А вот вход в базилику сюда. Вход, конечно, платный, не знаю, пойдем или нет. Была забавная история, меня попросили заплатить 2 евро бумажными деньгами. Я даю монету 2 евро или нет, надо платить бумагой. Короче, заплатил картой. Здание парламента. Включилось освещение. Добрались еще до одной галочки. Поесть гуляша в Будапеште. Вкусно? Да. Поезд подземный и поедем. В венгерском метро едем. Едем вниз. Причем серьезно вниз едем. Потереть нос можно. Уезжаем из Венгрии, направляемся в сторону Словакии. Остановились тут на пит-стоп небольшой. В живописном городе Редсак. Вот такие здесь подсолнечки. Погода, правда, испортилась. Походу, видно, что мы уже едем к Эстонии. Тут уже опять тоже дожди везде. Огроменное поле подсолнухов. Вот мы в Словенску, вот мы в Словакии. Здесь наконец-то все в евро. Едем в Словакию, в горах. Дождик. Приехали в дикий источник теплый. Сейчас пойдем купаться. Короче, плюс 13, мы в Татрах. Около горячего источника льет ливень. Девчонки пошли купаться, я следующий. Ну как? Тепло? Глубоко? Такая вот точка у нас была запланирована, да. Заплыв моржей. Холодно! Смотрите, какое пламя. Ох, как хорошо. Ох, как хорошо. Ну, глубина такая, как минимум. Нету. По пояс, наверное. И все греются в воде. А здесь? На этом Здесь самая теплая вода. Она отсюда выходит. Да. И дальше она холоднее. Отсюда вытекает горячая вода. И вот, ну вот это самый источник есть. И вот такое здесь новоприбывшие. Вылезать не хочется. Развлечение в Словакии бесплатное.
Аквапарк на свежем воздухе. Сверху дождиком, снизу теплая водичка. Дождь немножко, блин, подпортил нам посещение водного аттракциона. Времени особенно нету тут просиживаться, нам надо ехать дальше. Едем теперь в Польшу. Вот выезжаем из Коломены. Коломена — это где находится этот источник. Ну, теперь нам осталось переехать горы и пересечь границу с Польшей. Едем в горы наверх, по всей видимости. Там уже на горах у них, по-моему, граница с Польшей. Уже плюс 11 машина показывает. Короче, лето, все осталось в Хорватии, походу. Короче, по каким-то лесным тропам мы явно едем в горах. Без связи. Польша. Вот Польша. 19 километров до нашего места ночевки. Сегодня мы проехали 300 километров всего. Такие вот тут у нас апартаменты. Дождик, правда, весь день. Хотим обратно уже в Хорватию. Вот такие ничегошные апартаменты, все, что надо, есть. Душик. Спальня. Вторая спальня. В общем, мы здесь в какой-то деревне полной, короче, в каких-то полных ебенях. Квартирка-то ничего, но мы поехали в магазин, там в магазине просто ни хрена нету. Какие-то сардельки просто лежат и все. Причем огромные такие вот. Вот такие, как знаешь, как наших обычных 3 эстонских. Взяли молочка, думали, я что-то не посмотрел, вот. Оказалось, это не молоко, а какая-то маслянка. Будем пробовать. В общем, кроме сарделек, мы нашли там пироги с мясом. Нам кажется, что это что-то типа пельменей. Сейчас их надо посолить, наверное. Сейчас будем пробовать. Самое главное, что в магазине были чупа-чупсы. Да, Софа? Да. Чупа-чупсы были? Ну и все, значит, в порядке. Оп. Как быстро. Собираемся в дорогу. Сегодня мы просто по Польше проедем с одного конца в другой конец. Вернемся в наш пансионат ретро в городе Ламже. Здесь вообще ничего. Когда солнце светит. Ну что, Софа, поедем дальше? Ну нам надо ехать, Софа. Я не хочу. Мы приедем, знаешь, куда теперь? Где мы были первую ночь. Там тоже есть площадка детская. Ну давай сбегаем, покатаемся 2 раза. Да. Я могу одну ступеньку попутить, я могу на другую попасть. Все, уезжаем. Ломжа, жди нас. Оказывается, мы ночевали там где-то в польских горах. Сейчас едем вниз. С горы спускаемся. Поэтому так холодно было, наверное. Плюс 9 все. А сегодня нам нужно проехать 500 с чем-то километров. 550. До Ломжи. Решили, что заедем в Величку, раз уж мы и рядом едем. Тем более, что все в Величке были уже в этом году, и нам надо заехать.
заплатили за поход на вот эту вышку. Мы даже на нее не пошли, когда поняли, что это ни хрена не пещера. У нас вот больше нам делать нечего, как смотреть на на город где-то в Польше, когда мы только что вернулись из Хорватии. Шли мы ни в какую величку. Тут такая толпень просто. Люди тут просто уже на асфальт ложатся. Видишь мороженое черничное? Я не вижу. Ждать до русского тура 2 часа. До английского там сколько-то еще ждать. Слушать это без гида не войти как бы. Хотя бы в публике купим. На русском, на польском слушать это все тоже неинтересно. Такая вот толпа. Короче, мы решили просто взять по бублику и поехать дальше. С величкой не получилось, заедем в следующий раз. Приезжаем в Варшаву. Вот спустя 20 дней мы опять здесь. Сейчас тоже те же блюда закажем. Батончик есть? Да, по-моему, тут тоже видно. Алина заказала пироги в этот раз. Лучше, чем с магазина. Да, мне больше понравилось. Больше похоже на пельмени. Вот-вот. Потому что те, что были с магаза, это было такое. Мы решили не выпендриваться. Взяли точно такое же мясо. Оно нам очень понравилось в первый раз. Ну вот мы сделали полный круг. 4500 получается в этой точке у нас круг сомкнулся. И суммарно где-то 6000 получается проедем. Но нам еще 777 до дома. Здесь еще 1,5, 4,5, 6 получается. Завтра будем надеяться, будем в это время дома. Но или чуть позже. Ну что, стартуем? Стартуем. Из Ломжи. Чуть-чуть доехать до дома. Всего 9 часов. 779 км нам надо доехать. Заезжаем в Литву. One eternity later. Ну что, мы въехали в Эстонию. Север родной. Сегодня длинный день. Чуть-чуть 90 километров.